Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм-канал и смотрим видео мастер-классы абсолютно бесплатные. Я надеюсь, они вас радуют, они вам нужны, и для этого я и вяжу. Сегодня я предлагаю связать красивый поясок. Вот таким вот образом, такими мотивами. Что для этого нужно? Нам нужно... Смотрите, мы распустим верхушку. И помните, да, что нам, как мы в прошлый раз с вами учились вязать, соединять мотивы. Вот. Ровно половинка мотива. Половинка мотива. Вспоминаем, что у нас основа 8 воздушных петель. Потом 24 столбика с одним накидом, который мы распределяем вот таким образом. 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика, 10 воздушных петель, 3 столбика, и по кругу у нас должно получиться очень красивый мотивчик. Для продолжения мы с вами в самом центре 3 столбика провязали, 2 воздушные петли и еще 14, а всего 16 столбиков, 16 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Мы набрали 8, раз, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Просчитали 8 петелечку. Делаем соединительный столбик. 1, 2, 3 воздушные петли. Раз, два, в третью присоединяем, перекидываем мотив и вяжем 24 столбика с одним накидом. Помните, да? 24 столбика с одним накидом мы провязываем с вами и вяжем основу. Провязали 24 столбика, присоединяемся в самое наше начало, наш первый столбик. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петельки. Присоединяемся в третью воздушную, раз, два, 3 петлю и продолжаем наш узор. Провязали 3 столбика. Теперь нам нужно соединить с мотивчиком. Помните, да? Раз, два, 3, 4, 5 воздушных петель. Проводим эту воздушную арочку в петлю и продолжаем вязание. Раз, два, 3, 4, 5. Вот, основу мы с вами уже, я думаю, разобрали. Теперь наша задача связать поясок на ту длину, которую необходимо для работы. Я хочу связать поясочек для жилета. Вот. И кто боится вязать мотивы, это прекрасная возможность попробовать связать ленточку из мотивов, чтобы потом не бояться вязать какую-то сложную работу в 2-3 ряда. Мы сегодня будем просто один рядочек вязать. Вот. Таким образом, который мы с вами уже изучили. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И провязываем 3 столбика. Наша задача провязать половинки мотивов на ту длину, которая нам необходима. Вот. Половинка мотива. 3 столбика, 6, 3. Это половинка мотива. Теперь набираем 16 воздушных петель и вяжем следующий мотив. Предлагаю провязать на ту длину, которую необходимо, и потом я покажу завершение верхушки. Мы провязали с вами ровно половинки мотивов на длину нашего поясочка. Длина поясочка — это вы завязываете на талии и смотрите, какие вы хотите, какой длины кончики. Провязали. Это получилось не так-то мало, но достаточно быстро. Мотив очень простой, легко запоминается, легко вяжется. И теперь наша задача закончить вязание. Вот мы с вами всегда останавливаемся на половинке
Теперь наша задача, так, 1-2 воздушные петли. Провязываем 1, 2, 3 столбика с одним накидом. Опять 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушных петель. Накид. Столбик с накидом 1, 2. Узор настолько простой, его так легко запомнить. Я думаю, что провязав первую часть, 2 воздушные петли, вы уж точно все знаете, помните и запомнили. Теперь наша задача просто-напросто обвязать вторую половинку мотива. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, 2, 3. Мы с вами закончили наш мотив. Вот он у нас. Теперь 2 воздушные петли. Вот у нас тут 2 воздушные петельки есть. За них столбик без накида и 1 воздушная, 2 воздушная петелька. И продолжаем уже следующий мотив. А как его вязать, мы с вами знаем. 1 столбик, 2 столбик с одним накидом, 2, 3. Вот мы довязали половинку. Теперь нужно соединить. 1, 2, 3, 4, 5. За длинную арочку мы с вами присоединяемся и вяжем дальше. 1, 2, 3, 4, 5. 1 столбик, 2 и 3. Вот. Мы с вами присоединились. 2 воздушные петли и продолжаем вязание. Вязание абсолютно одинаковое, принцип вязания одинаков, никаких новых моментов здесь не будет. То есть наша задача вот таким образом, как я сейчас связала: 3 столбика, 10 воздушных петель, 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика, 10 воздушных петель. Вот таким образом наша задача провязать весь наш поясочек до конца. Сколько у нас мотивчиков здесь есть, столько и связать. И мотив будет готов, поясочек. По времени буквально, не знаю, мне кажется, часик-два. И вот такая красота красивая у нас будет готова. И еще немножко, да, вот я соединяла. Давайте еще немножечко. 5 воздушных петель, не забываем, соединяем большую арку воздушную, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся к мотиву, который мы еще не довязали. 1, 2, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, прошу прощения, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Чем мне понравился мотив, он легко запоминается. Идет просто-напросто повтор все время. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чередуем 3 воздушные петли и 10. И получаем уголочки, за которые мы потом с вами делаем присоединение. 1 воздушная петля, это лучше. Еще 1 воздушная петля. Довязываем 3 столбика с одним накидом. Наш последний мотив уже у нас идет. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся к нашему мотиву. 1 столбик с одним накидом, 2 столбика с одним накидом, 3.
2 воздушные петли, довязываем 1, 2, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в самый первый воздушный наш столбик завершаем вязание. Получаем вот такую красоту. Ниточку отрезаем, прячем ее с обратной стороны в столбики. Удобно, когда они есть. Вот, и что еще хотелось бы сказать. Убираем в ряд подальше, чтобы у нас ниточка нигде не выглядывала. Вот так. Как норовит. Вот таким образом. Я ниточки сразу прячу. Почему? Потому что потом как-то руки не доходят. И вот что мы с вами получили. Теперь задача какова? Теперь нужно с двух сторон прогладить с мокрой марлей горячим утюгом. Слонимская ниточка, она очень податливая, с ней ничего не будет, ее можно стирать, ее можно гладить. Натуральная пряжа, она не сплавится. И вот такой симпатичный поясок из мотивов у нас с вами готов. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным, потому что с этих мотивов можно все связать. И мы будем какие-то еще идеи вязать. Подписываемся на Яндекс.Дзен, Рутюб, YouTube, Telegram и вяжем вместе со мной. До новых встреч! Обязательно пишите комментарии. Это очень-очень важно.